Кашель. В темноте кто-то кашлянул. Кто это? Тишина. Кто? Появился тусклый фиолетовый свет. Рок Твайлайт еле освещал тесную комнату без окон и 5 пони, находящихся в ней. Мир темно-лиловых и черных пятен был нарушен. Магическая аура искажала их. Остальные тени уползли в углы, до которых Рок Твайлайт Спаркл не мог дотянуться. Рейнбоу Дэш наблюдала, как Твайлайт свирепо осматривала своих подруг по очереди. Все молчали. Силуэты кобылок плясали на стенах, когда единорожка водила головой. Свет от ее рога дрожал и дергался. Пинки Пай съежилась у закрытой двери, смотря своими широко раскрытыми глазами в пространство, прижимая к груди мешок с мукой. Розовая пони слегка вздрагивала. На единственной кровати в комнате лежала Рарити вместе с Эпплджек. Ее голова покоилась на плече фермерши. Швея тряслась и тихо всхлипывала. Рейнбоу не понимала, почему Твайлайт так встревожена. Из-за их положения или из-за их гигиены. В комнате стоял смарт немытых тел, и грива Рарити, как у всех остальных, была спутана и провисала от грязи на ней. Эпплджек же стоически перенесла взгляд Твайлайт, когда библиотекарша зыркнула на нее. Затем взгляд скользнул по Рейнбоу и по Флаттершай. Эти двое находились в крепких объятиях друг друга. Единственное, что было для них успокаивающим в этой комнате. Дэш подала голос, когда другая пегаска начала дрожать. «Какая разница? Стань в конце концов серьезной, Дэш. Лучше пусть умрет одна из нас, чем мы все. Кашель — лишь предупреждение», — нахмурила брови Спаркл. «А может, мы просто... подождем и увидим? Ведь это могло быть просто от пыли или из-за холода. Пожалуйста». Шепот желтой пегаски был прекрасно слышен в маленькой комнате. «Мне очень жаль, но мы не можем рисковать, Флаттершай». Голос Твайлайт смягчился. «Но ведь пути назад не будет, когда зараза достигнет финальной стадии. Вы ведь видели, что тогда произойдет. Вы хотите узнать, кто это был?» Эпплджек вздохнула, а потом сказала. «Она права, Сахарок. Нельзя тянуть. Надо сделать выбор. Либо одна смерть, либо 6. Рейнбоу Дэш стиснула зубы. «Неужели нет другого выхода? Разве ваша магия не может вылечить это? Остановить? Замедлить?» Рейнбоу сделала паузу и добавила хриплым шепотом. «Хоть что-нибудь!» «Даже принцесса не может излечить кашель», — покачала головой Твайлайт. «Она лишь может распознать его позывы. Носитель должен умереть. Это единственный способ обезопаситься, сохранить Эквестрию. Знаешь что, Дэш, все решается сейчас. Почему ты медлишь?» Рейнбоу силилась что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Вдруг раздался тихий, но уверенный голос Флаттершай. «Это я кашляла. Это была я». Радужногривая пегаска уставилась на подругу, широко распахнув глаза от ужаса и потрясения. Флаттершай же продолжила. «Все в порядке. Все будет в порядке. Я не могла бы жить без вас, и я могу предотвратить это. Так будет лучше». Дэш медленно покачала головой в знак отказа и прошептала. «Нет!» «Это ее решение. В ее сердце есть сила». Голос Эпплджек звучал мрачно. «Но как мы... как она?» Рейнбоу притихла. Твайлайт вздохнула и уставилась в пол. «У нас нет никакого оружия. Я не знаю боевой магии. Даже если бы знала, я не смогла бы... Это должна сделать ты, Дэш». «Что? Почему я?» Единорожка отвела взгляд.
Я знаю, ты понимаешь, что ты не могла бы просто смотреть в стороне, как мы убиваем твою лучшую подругу детства. Может, ты понимаешь это умом, но сейчас он затуманен твоими эмоциями. Подумай, если бы это была любая из нас, но не ты, неужели бы ты... Позволила, ты права. Рейнбоу встала. Ее голос был пустым. Она отошла от другой Пегаски. Эпплджек сказала: «Флаттершай, сядь и повернись головой к стене. Так будет более... Слезы душили рыжую кобылку. «Быстро. Мне так жаль, Рейнбоу Дэш. Мне бы так хотелось, чтобы был другой выбор», — сказала Твайлайт. Радужногривая Пегаска в последний раз посмотрела на ту, которую любила. Флаттершай последовала совету земной пони и уже стояла у стены. Пегасы молча смотрели друг на друга. Наконец, Рейнбоу проронила: «Мне жаль. Я люблю тебя. Мне так жаль». Другая Пегаска ответила дрожащим голосом: «Я тоже тебя люблю. Я прощаю тебя. Так будет лучше. Только пообещай мне, что будет тот пони, который будет заботиться о зверюшках, когда все вернется на круги своя». Рейнбоу прошептала: «Я обещаю». Она осторожно начала перемещаться. Один удар. Это будет быстро. В крайнем случае, Флаттершай была этого достойна. Когда Дэш сконцентрировалась, она бросила: «Потуши свет, Твайлайт. Никто не должен этого увидеть». Свет погас. Годы разгона и выбивания облаков укрепили мускулы Дэш. Она поднялась на передних копытах, собрала все силы и лягнула. Глухой стук сопроводили теплые капли, покрывшие круп и задние ноги Рейнбоу, и громкий стон, бьющийся в агонии пони. Рейнбоу Дэш никак не отреагировала на долгие страдания Флаттершай. Она вновь сосредоточилась и снова ударила, расправив от напряжения крылья. После 4-го удара тело Флаттершай замерло с тошнотворным хрустом. Рейнбоу отпрянула назад. Она стояла, трясясь, с широко раскрытыми глазами. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она презирала саму себя за то, что она сотворила. За то, что покрыла свои копыта кровью лучшей подруги. Она тихо плакала. Повисло молчание. Во тьме кто-то закашлял.